Нашел? Ты про укрытие, что ли? Пронус. Как ты смогла пережить конец света? Так же, как и остальные члены организации. Что? Подожди. Что ты имеешь в виду? О, квартира в мире Прунус. Давайте честно, я бы сам такое точно не придумал, поэтому вот, это буквально предыдущая серия. Кровати, тумбочки, другая мебель. Все это перенесено не для моего удобства, а для некой Лаи, человека из организации, который явно в этой организации занимается какой-то дичью. Ведь я напомню, она сама сказала: считай, что за мной тоже есть хвост. Также напомню, за убежище, которое мы ей нашли и в итоге даже построили, Лая согласилась помочь нам. Но что это будет за помощь, надо узнавать. Признаться честно, я хочу ей верить. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы впервые улучшили Прунус. Ага, то самое измерение, которое я не трогал примерно всегда. На данный момент измерение полный отстой, в нем вечно обитает та же самая зараза, что и в городе. И, как я уже понял, если зараза есть в Прунусе, то получается эта зараза во всей вселенной? Ладно, я думаю, сейчас речь не об этом. Здесь самое главное, что Прунус мы на время отдадим некой Лае, девушке, которая явно не особо ладит с организацией, хоть и является ее непосредственным участником. Меня еще зацепила вот эта часть. Как мне вообще выбраться отсюда, из этой линии? Я сама пытаюсь в этом разобраться. Как я понял, Лая хоть и знает больше нашего, но как покинуть эту что-то типа линию, не имеет понятия. А покинуть она хочет вопреки самой организации. Повторяюсь, я могу нести полный бред. Ну и, кстати, супер глазастые зрители заметили, что на этом значке, наверное, девушки, изображен тот же самый знак, что и валюта в «Голосе времени». Напомню, за очень-очень много этой валюты разыскивался сам Междумирец. А Междумирец, как мы поняли в преддверии... Я? Вот на этом моменте становится очень интересно. Ребят, если вы тоже нашли какую-то деталь, которая фигурирует из другого сезона, то обязательно пишите об этом в комментариях, потому что, черт, это правда интересно. Особенно если это напрямую касается Лолошки. Также начал замечать комментарии по типу: а почему Лолошка не может прочитать книгу «Артефакт»? Ведь, казалось бы, он мироходец. Он должен понимать, что здесь написано. Понимать, потому что искра мироходца адаптируется к другим языкам. И вот на этом моменте, честно признаться, я хотел бы ответить, но в один момент меня передернуло. Я начал понимать, что на некоторые пояснения я иногда трачу слишком много повторений. То есть в одном сезоне я повторил, в другом сезоне я повторил, в другом сезоне я повторил. И до меня начало доходить, что это скорее некая ошибка. Новая аудитория настолько привыкает, что я что-то поясню, там в следующей серии, в следующей, еще, что даже на такие базовые вопросы, почему Лолошка не может прочитать книгу, мне действительно придется делать новое пояснение. И, ребят, если что, это никакой не упрек. Поверьте, я понимаю, что это нужно, это необходимо, и я продолжу. Но я не смогу делать много пояснений на каждую деталь, на которую задается много вопросов. Поверьте, если мы берем какую-то другую, более глобальную вселенную, в разы глобальнее, типа World of Warcraft, то мне там 10 лет назад на прочтение половины энциклопедий пришлось потратить 3 недели. Ну да, немножко раньше увлекался. И теперь представьте, что каждый раз перепояснять что-то здесь, это, ну, опять же, вроде как хорошая тактика, но я скорее обращаюсь сейчас к комментаторам. Помогите мне, пожалуйста! Если вы знаете ответ на какой-то вопрос, которым задаются много людей, новых людей, помогите им понять. Объясните, напишите об этом. Сегодня ответ на вопрос, почему Лолошка не может прочитать книгу, хотя является мироходцем, будет закреплен. Я специально закреплю комментарий. Считайте это моей большой просьбой о помощи. Большое спасибо всем, кто окликнется. Муа. Так, короче, если серьезно, то мне правда кажется, что вы нашли какую-то очень важную зацепку. Пересечение значка с сезоном «Голос времени». А если точнее, то с валютой на плакате А? Что за... Что происходит? Кто это стучит? Меня что, нашла организация? Да нет, стоп. Вряд ли бы они стучались ко мне так, будто пришли в гости. Согласен. Ну, я понимаю, что это Лая. О. Кат-сценой. Ладно.
О, тебя что, жизнь ничему не учит? Быстрее, проходи. Да черт, что не так? Ну что, охренела, что ли? А вот теперь скажи мне, почему ты даже не спросил, кто это? Какой же ты безрассудный! Успокойся, Лая, я знал, что это ты! Кто еще мог бы ко мне так аккуратно стучаться? Ладно, туше. Меня никто не должен был заметить. Информация о твоем местонахождении в безопасности. Пока что. Ну-ка. Вот тут ты, получается, живешь, да? Ну да. А ты что? Ближе к делу. Нашел? Ты про укрытие, что ли? Ну да, нашел. Угу. Скажи координаты. Это срочно. Очень срочно. Ну знаешь, Лая, это немного необычное место. Да? То есть... Ладно, просто повторяй за мной. Пронус. Это ее удивило. Ну? Не понял? Она что, не может попасть сюда, что ли? Но ведь я... Ну-ка. Что, все? Ее уже не удивляет? Как у тебя здесь антуражно. Что это за место? О, Лая, это мое секретное убежище. Убежище, говоришь? Забавно, что твое собственное секретное убежище представляет для тебя такую опасность. Но, впрочем, этого следовало ожидать. Ну да, этого я не знаю. Я не знаю, почему здесь тоже нельзя... Да потому что произошел конец света, Лолошка. Но ближе к сути. Про это место больше никто не знает, верно? Ну... Некоторые знают, но... Поподробнее? Они могут попасть сюда? Могут в любой момент? Да, Лая, я не уверен, просто... Ладно, буду проще. Ты точно уверен, что здесь безопасно? Здесь меня никто не найдет? Никто посторонний и враждебно настроенный не сможет сюда заявиться? Да, здесь ты в полной безопасности. Ну вот и отлично. Что ж... Спасибо. Свою часть сделки ты выполнил. Задание башни для принцессы выполнено. Реально? Она даже прям вот так напрямую сказала? И что дальше? Лая, поговорить. Ща, я обязательно это сделаю, но... Ё-моё! Я реально впервые в Прунусе нахожусь так, будто это место не просто какая-то берлога с ничем. Это место, в которое я не прочь бы был потом возвращаться. Но что она еще раз сказала? Потому что произошел конец света, Лолошка. Это фигура речи? Я просто правда не удивлюсь, если это фигура речи, и то, как я понимаю эту фразу, это на самом деле не так. Ладно, Лая, поговорить? Эй, Лая, ты мне все еще не доверяешь, да? Доверяю. Просто боюсь, что это выйдет мне боком. Но, знаешь, Лолошка, доверять кому-то в принципе опасно. Так что дело не в тебе. Слушай, ну, может быть, ты хоть сейчас скажешь, почему организация охотится за тобой? Потому что ты одна из выживших, да? Мы с тобой пока что не особо знакомы. Поэтому я не смогу поделиться всем, чем ты захочешь. Но ты вправду мне очень сильно помог, поэтому давай договоримся. Я отвечу на 3 твоих вопроса. А остальные мы оставим на потом, хорошо? Что? Ты... Нет, Лая! Вообще-то это я тебя выручил, так что Слушай, буду откровенна, мне нужно будет уйти. Ответить на 3 вопроса — все, что я могу тебе предложить на данный момент. По рукам? Ладно, по рукам. Хорошо. Куда тебе нужно будет уйти? По личным делам, которые тебя не касаются. Это был первый вопрос. Эй, но... Так нечестно, Лая! Черт. Ладно, сейчас, хорошо, дай мне подумать. То есть реально первый вопрос я потратил на это. Так, у меня 4 вопроса. Я могу задать только 2, поэтому мне нужно сейчас хорошенько подумать. Кто ты такая и что делаешь в Археи? Что за организация охотится за нами? О, это, кстати, интересно. Расскажи уже нормально, что здесь произошло. Это тоже, кстати, интересно. Где остальные выжившие? Ну, вообще, по сути, вот этот последний вопрос и третий, они такие одинаковые. Давай, наверное, вот это сначала. Что за организация охотится за нами? Мне казалось, мы это уже обозначили, но... Ладно, видимо, стоит напомнить. Главное, что тебе сейчас нужно знать. Организация занимается ликвидацией всех, кто смог выжить после конца света. Можешь считать, что это группа наемных убийц. Опасных, жестоких и невероятно действенных. Сейчас их основная миссия сделать так, чтобы во всех обозначенных линиях
не осталось ни единой живой души. Да, и они довольно активно в этом преуспевают. С нашей последней встречи они уничтожили еще несколько существ, совершенно ни в чем не повинных. Ах, просто потому, что они смогли пережить все это. Хорошо, и почему они хотят всех убить? Ой, потому что они верят, что конец света означает конец всего живого. Что никто не должен остаться после того, что произошло. Но... это же... это нелогично, нет? О, Лолошка, в их действиях и нет никакой логики. У них есть миссия, и они верны ей. Дополнительной рефлексии они стараются избегать. О. А как ты смогла пережить конец света? Так же, как и остальные члены организации. Что? Подожди. Организация... Что ты имеешь в виду? Ты в этой организации тоже состоишь? Угу, конечно. Иначе как бы я знала про их патрули? И про то, какая информация про тебя у них есть, а какой нет. Я думала, это вполне очевидно. Какой же ты странный. Но... тогда почему организация преследует тебя? Ох, они подозревают, что я их предала. И их подозрения вполне оправданы, как ты мог заметить. Доказательств у них не так много, но я уверена, они найдут еще. Так, ладно. Скажи, ты тоже убивала выживших? Да. Я тогда... Ну нет, нет, только не начинай. Ну вот что ты хочешь? Что ты хочешь, чтобы я сейчас сказала, а, Лолошка? Да, убивала. Потому что приходилось. Потому что верила в ценности организации. В то, что средства достижения ее целей оправданы. О, мне кажется, ты плохо понимаешь масштабы происходящего. Организация действует по всем линиям. Везде и всегда. Это огромная система, у которой куча способов промыть тебе мозги. Заставить поверить, что ты делаешь благое дело. Когда на самом деле просто убиваешь тех, кто даже не заслуживает смерти. Ах. Я долго верила в то, что мне говорили. Но игнорировать собственную совесть я не могу. Хорошо, и что же нам тогда делать? Ну, знаешь, твоя задача остается прежней. Старайся не умереть. Моя же задача схожа с твоей, но не считая парочки нюансов, которые тебе пока что знать не обязательно. Подожди, что? Я думал, она скажет, ну все, ты уже задал кучу вопросов. Не, ну я как бы вообще не против. Я только что задал, наверное, вопросов 10. Как нам остановить организацию? Как мне выбраться отсюда? Как мне найти остальных выживших? Это другие вопросы. Вообще до меня сейчас кое-что дошло. Оказывается, про эту организацию давали намеки не только в «Голосе времени» на вот этом плакате с вот этим значком. Нам давали намеки на эту организацию еще в последней реальности. Помните, когда мы гуляли с Шерон? Девушка, которая тоже мироходец, она говорила, что мироходцы пропадают. На тот момент больше за весь сезон мы эту тему ни разу не поднимали. Но теперь я понимаю, что походу вот эти микровкиды, они... вот они о чем. О, блин, это прикольно. Сейчас строить догадки, конечно, очень опасно, потому что я могу сказать такую ересь, что потом не отвертеться. Вот, как мне выбраться отсюда? Успокойся, успокойся. Я ответила уже на 7 вопросов. Хотя мы договаривались на 3. Черт. Слушай, но я тебя в безопасность привел. Здесь тебе ничего не угрожает. Ты, знаешь ли, должна мне. Что? Ну, правда, неужели ты не можешь уделить мне еще хотя бы несколько минут? Ой, ты очень странный. Слушай, ответь-ка лучше на мой вопрос. Как отсюда выбраться, а? Точно. Забыл рассказать. Подожди, а ты же не сбежишь, да? Ну, возможно. Но я же должна знать, как покинуть это место, верно? Иначе это не укрытие, а тюрьма. Ладно. Повторяй за мной. Малус. Ага. То есть Лолошка решил ее не держать в заперти, чтобы выудить все вопросы, я понял. Так. Ну, я же сказал, почему ты не появляешься? Ай, Брунус! Подожди, она... Чего? Что за... Какого... Малус! Что происходит? Вот же ж... Сбежала. Ну ничего, я поймаю тебя. Я теперь знаю, где ты будешь прятаться. Так, задание выполнено, хорошо. Подожди, а это точно сейчас она сбежала? Просто...
она точно так же и появилась очень странно. Когда я только написал Прунус, она еще долгое время не появлялась. Вот, даже Лолошка обратил на это внимание. Не понял? Она что, не может сюда попасть? Короче, это немного странный такой вот сюжетный ход, показывать дважды, как мы не в одно время телепортируемся. Правда странный. Кажется, это какая-то деталь. Ну, либо она реально просто сбежала и обманула меня. Это, знаете, такой майндгейм был. Она меня переиграла. Организация верит, что конец света означает конец всего живого. Эта фраза, знаете, что навевает? Религию. Религию очищения. Это по сути, очень похоже на мысли, которые передавал отец Тадмавриэль. Если мы видим этот значок, который как-то связан с голосом времени, то я также вспоминаю предыдущий сезон, где Луки и отец Тадмавриэль говорили мне: разве тебе не интересно было бы узнать, почему ты должен был оказаться в Ведомнии? А Ведомния, ребят, это башня из тоже сезона Голоса Времени. Офигеть, как это все взаимосвязано! У нас тут вообще некоторые модули поломались. Электричество, далее воздух и опять же электричество. А, и вот эти замочки означают, что комната закрыта. О, ну вот опять. Да, ща починим, не волнуйся. О, починили. О, нет, ну я так не могу, здесь же постоянно все ломается. Это реально раздражает и бесит. Я же тут один живу. А ощущение такое, будто бункером одновременно со мной пользуется группа гномов-бункероломателей. Хотя, учитывая то, что я в Архее, скорее дворфов-бункероломателей. Может быть, стоит что-нибудь улучшить, ну, чтобы ломалось реже. А вдруг поможет? Тихо, успокойся, Лолошка. Но вообще, кстати, прикольный вкид. Ощущение, будто бункером одновременно со мной пользуется еще кто-то. Блин, я столько теорий могу построить, вот правда. Помните, когда у нас призрачный туман? Кстати, сейчас там какая-то погода дурацкая. Так вот, когда призрачный туман, бегают призраки. Представьте, что на самом деле наша временная линия, она как-то соприкасается с другой временной линией, и в этот же момент, где-то в другой линии, в этом же самом месте происходит что-то. Ну, типа, я не знаю, какой-то другой Лолошка также пользуется бункером. Я не знаю, у меня слишком бредовые теории. Сори, ребят, ну сори. Вкидываю, что могу. Насчет прокачки я, кстати, не совсем понимаю, что ты хочешь. Допустим... О, подожди. Метеомодуль. Его можно прокачать? Мне, кстати, даже стало интересно, а что будет, если прокачать метеомодуль? Он начнет как-то совсем иначе показывать информацию? Вещи как будто здесь не самые тяжелые. Руда — это легко, а вот это... А, ну, в целом, тоже медь, редстоун, медь, стекло. Ага, надо много меди. Заняться я этим могу примерно... Да прямо сейчас. Ой, блин, не туда прибежал. Я не знаю, куда надо. Все, ингредиенты собраны, и по идее остается только 20 редстоуновой пыли. Забираем. Задание Метеомодуль 2 выполнено. Ладно, честно говоря, это было тяжеловато, но это явно того стоит, правда? У меня тут, кстати, 5300 опыта. Вот это я пофармил. Метеомодуль, материалы, улучшить. Ты посмотри, там прям много лампочек стало. Прям много лампочек стало. И что это означает? Вот это зеленое, типа кислотный дождь. Просто когда я сейчас выходил, там был именно кислотный дождь. Давай сразу это еще раз проверим. А ну-ка. Да, смотри, все еще кислотный дождь.
Слушай, а теперь будет удобненько. Мне почему-то кажется, что по сюжету это еще будет отыгрывать большую роль, потому что одно дело, когда я могу выйти и быстро проверить, но теперь представьте, что дверь заклинила, и я не могу отсюда выйти. А мне позарез нужно знать погоду. Так что, да, наверное, как-то по сюжету это еще зароляет. Я в целом реально доволен, что создал. И, ну-ка... Гроза, палящее солнце, пылевая буря. Да, пока ничего нового не появляется, тут тоже ничего нового не пишется. Ну, такой метеомодуль мне определенно нравится больше. На всякий случай напишу-ка я Прунус. Могу ли я попасть? О, да. То есть я в любой момент могу сюда прийти? Прикольно. Лая. Лаи, конечно же, не будет. Развела меня, блин, как лоха последнего. Ну, это если развела, конечно. Все-таки величественное измерение, если так подумать. А я же могу нормально теперь уйти отсюда? Малус? Вообще, если так подумать, разговор с Лаей был практически продуктивный. Да, я хоть что-то узнал про организацию. Как минимум то, что Лая в ней состоит. Я теперь даже не уверен, могу ли я доверять ей. Но, черт, кажется, выбора у меня все равно особо нет. Почему она вечно убегает? А еще говорит, что я странный. О, ух ты ж. Привет. А я-то уж думал, куда ты подевался. Как твое ничего? Знаешь, у меня тут такое сейчас произошло. Но я тебе ничего не расскажу. Потому что ты мне ничего не рассказываешь. Вот. Ну да. Кому как несмотрящему надо знать. Ну-ка. О, нет, нет, в каком ужасном месте ты появился, чувак. Просто отвратительном. Уйди. Ну давай. Кышнись отсюда. Черт. Думается мне, что Прунус и Малус все-таки надо писать, но пока что мы обязательно захилимся. Ага, спасибо. И сразу проверим, на что мне нужно качаться. А то у меня эти 3 генома до сих пор торчат и торчат. Вот я хочу широкий размах. Шахтерские инструменты разрушают блоки в области 3 на 1. То есть я ломаю сразу 9 блоков. Перед этим надо прокачать бережное обращение. Снижает шанс на потерю прочности предметов на 5%. Требование еще 15 интеллекта. У меня 11. Так, раз, два... 1 раз могу прокачаться, капец. Ну ладно, давай, интеллект 12, повышение. И сейчас мне нужно 2370 опыта. Погоди, а у меня вопрос. Могу ли я дронов поискать? Чисто в теории у меня же есть патроны. Вот, у меня, вот прям сейчас есть патроны. Давай, пустые вытаскиваем. Обычные патроны затаскиваем. И на 1 дрон уходит, по-моему, 2 или 3 патрона. То есть, ну я могу прям пофармиться. Надо только найти. Да, смотрящий, у меня наконец-то тактика выработалась. Я не бесполезен. Пожалуйста, дайте мне нормальную погоду. Блин. Самое хреновое, что мне реально дронов придется убивать вот так. Тихо. Слышу. Давай, комар, иди сюда. Ну, я не хочу выходить на этот дождь. Сам сюда, ну, бога ради, прилети. Или на самом деле они все-таки... О, вот он! Тихо! Папа. О, да, сюда, давай. Опа-на! Еще 1 дрон. Нет, ребят. Вы, конечно, у нас вроде как крутая организация, но Майнкрафт не обмануть. Застрять в блоках может каждый. 4700. Ой, тут 2-й уровень радиации. Короче, я понимаю, что на 1-м уровне они даже не летают. Везде, где 1-й уровень, их нет. Так, вот еще. Тихо. Хорошо! Фармёшка опыта, полетели! Давай сюда. Сейчас последний выстрел. Главное не промазать. Так, только не на крышу. Молодец. Все, больше у меня нет патронов. Хотя нет, у меня есть патроны. Вытаскиваем. Затаскиваем. Где? Вот он. Давай. Тихо. Сюда, молодой. Ой, немножко больно. 9000 опыта, валим. Все, валим. У меня... Я отравлен. О, нет. Черт возьми, я совсем забыл, что у меня копится этот эффект. Тихо, тупые дроны, отстаньте. Ладно, давай быстро подберем. Кстати, когда накопился эффект яда, по итогу эффект полностью спадает, но пока он спадает, у меня постепенно наносится урон. Так, давай, дрончик. Ты посмотри, он прям улетает. То есть, если я подхожу к бункеру, он улетает. Почему? Здорово, смотрящий. Пришел, тут смотри, у меня 10 000 опыта, неплохо пофармились. Правда, из-за всего этого у меня прям тотальная жопа с организмом.
Ты посмотри, мы можем излечиться от яда, но так как мы уже лечили себе тело, тело не вылечится. Это хреново, это капец как плохо. То есть мне нужна аптечка, хотя бы ногу залечить. Давай, у меня были аптечки, 100%. О, кстати, огнетушитель. Я помню, когда у нас пожар в модулях, нам нужен огнетушитель обычно, но этот подобрать не могу. Возможно, я могу скрафтить огнетушитель. А, да! Реально, все это время. Листовой металл и ведро воды. Мне кажется, надо заранее это все-таки сделать. Перед этим, правда, берем бинтик и, наконец-то, лечим себе левую ногу. Ох, хоть как-то буду нормально ходить. Да, смотрящий. Ага, огнетушитель готов. И как он работает? Ну, видимо, только на огне. На всякий случай буду таскать его с собой. И теперь, внимание, у меня есть кое-какие новости. Как вы знаете, какую-то фигню, например, стальной слиток или железо, я могу создавать из утиль-сырья. И работает примерно по данному принципу. Что? Может быть, вот так? А, да, все. Железный слиток. Но! Оказывается, утиль-сырье можно зарабатывать. Как я понимаю, я могу взять какое-нибудь говно. Не знаю, что из этого говно, правда. У меня тут все как будто нужно. Ну, допустим, 35 меди. Далее, зайти в комнату, где у меня печки, пилы и так далее. Но! Вот так забираемся. И ты погляди, что у меня здесь. Специальный механизм, который позволяет перерабатывать вещи. Вот так вот кладем. И я так понимаю, что когда это полностью заполнится, мы получим утиль-сырье. Но это не точно, я не проверял. Самый простой способ — это, конечно, взять какое-нибудь прям ультра говно, типа там камень, земля или полублоки. Сейчас, кстати, этим займемся. Целых 3 стака полублоков. Я очень надеюсь, что это оно и есть. Закидываем. Очень быстро перерабатывается. Да, ё, что происходит? Так. И как оно? Я не понимаю. А, типа оно теперь вот все создает. Уф, как трясется. Я, блин, наверное, делаю вообще не то, о чем думаю. Может быть, это вообще не утиль-сырье, но я надеюсь, что это оно. Перерабатывай, черт возьми. Ага. Что? Один? Одно утиль-сырье. Типа вы хотите сказать, что я должен примерно 1,5 стака булыжника превратить в 2 утиль-сырья? Ну ладно, в 3 может быть. И таким образом сделать 1 железный слиток? Ой, блин, я промолчу, пожалуй, да. Ну, прикольно, что могу сказать. Вообще класс. Думается, мне самое главное, что нужно сделать: интеллект 13, интеллект 14, интеллект 15. И даже очко генома получили, уже 4-е. Самое важное, что сейчас хотя бы одно мы потратим. Все, вот бережное обращение. Бам! Снижает шанс на потерю прочности предметов на 5%. Теперь мне нужно 30 силы. И вот это, конечно, полная задница. У меня сейчас пока 18. Жажда скорости. С каждым добытым блоком есть шанс в 5% получить эффект спешки на 15 секунд. Эффект складывается до 0-го уровня. Что у нас в гены выживаемости? О, замедляет расход голода. Да, вот. Увеличивает насыщение от еды. Надо 12 чего? Что это такое? Живучесть. Повышает здоровье. Блин, но 1 могу прокачать. Как дорого-то все, пипец. Во, увеличивает скорость передвижения на 10%, когда в обеих руках нет предметов. Идеально. Бегать по городу. Да, все, я потратил все очки генома. И, по-моему, я прокачал самое нужное. Убираем факелы. И теперь я стал быстрее. Убираем броню. И теперь я стал еще быстрее. Съедаем консервированный суп. И теперь я просто космолет, блин! Я летаю по бункеру! Как мне давно этого не хватало! Мне бы еще тело починить, потому что сейчас оно поломано немного. Но, увы, починиться не могу. Что ж ты, блин, смотришь? Иди отсюда. Пожалуй, эта серия пока что в моем сердечке. Я так круто прокачался, и я так круто научился прокачиваться, что я доволен. Вся вот эта история про отца, ведомню, голос времени, значок с валютой, организацию Атлаи. Это интересно. Но пока что мы не понимаем, что будет дальше. Самое главное, что мы наконец-то можем связывать эти цепочки. Ну а как это свяжется в будущем, опять же посмотрим. Спасибо большое за просмотр данной серии. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. Ваши лайки и подписки — лучший буст к мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Лая и Смотрящий. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.